Прямо сейчас происходит настоящая мистическая детективная история, о которой все говорят. И связана она с Кейт Миддлтон. Загадочное исчезновение, поддельные фотографии, двойники, видео, созданное нейросетью – вот такие странные события происходят в королевской британской семье. Кто такая Кейт Миддлтон? Расскажу в двух словах, если кто-то не сильно понимает, о ком идет речь. В Великобритании есть король Карл III. У него и его бывшей жены, принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, есть сын, принц Уильям. Так вот, Кейт Миддлтон – это жена принца Уильяма. У Кейт и Уильяма есть 3 детей. После короля Карла III королем Великобритании станет принц Уильям, соответственно, Кейт Миддлтон будет королевой. Итак, что же с ней странного произошло? Почему о ней так много говорят в СМИ, пишут разные люди, снимают ролики на ютубах и пытаются разгадать эту странную загадку? Все началось с 25 декабря 2023 года, когда Кейт Миддлтон и ее муж Уильям с детьми вышли на рождественскую прогулку. После этого ее больше никто не видел. Никто не знал, куда она пропала, что с ней происходит и где она находится. В январе пришла информация, что ей сделали операцию на брюшной полости. Вот сейчас она выздоравливает и, соответственно, скоро она появится. Но время шло, ее не было, люди задавали вопросы. Куда делась Кейт, что с ней происходит, покажите ее, сфотографируйте, запишите видео, какие новости, как у нее здоровье. Ничего о ней не было известно. Из-за очень долгого отсутствия люди стали выдвигать самые разные версии того, что же произошло. От самых безумных до более-менее реалистичных. Самая жесткая версия — это то, что ее вообще нет в живых, что ее убили, что ее принесли в жертву. Затем появилась фотография, где Кейт Миддлтон обнимает своих детей, они все радостные, веселые, смотрят в камеру, улыбаются. Но на этой фотографии люди обнаружили следы фотомонтажа и стали задавать вопросы. А что вообще происходит? А вы разве не можете просто взять, сфотографировать ее и отправить нам фотографию? Зачем было ее обрабатывать? Может, здесь что-то не так? Затем появилась информация, что да, эту фотографию сама Кейт и обработала, потому что когда-то она хотела быть профессиональным фотографом, соответственно, вполне возможно, она работала в фотошопе. И вот тут она что-то хотела поправить фотографию, что-то там сделала. Но люди увидели, что на ее пальце нет кольца, которое она не должна была снимать. Затем в каких-то ветках на заднем фоне они узрели слово «help». И то есть там были некоторые моменты, которые так и говорили, что что-то здесь не то. Людям они казались подозрительными. Время шло, Кейт нигде не появлялась. Вопросы задавались, ответов не было. И вот появляется видео, где принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон идут в магазин за хлебом, сходили в булочную, купили булочек, хлеба, идут обратно, радостные, веселые. Она улыбается, выглядит довольно-таки хорошо, оптимистично. Но, глядя на это видео, люди стали задаваться вопросом, а действительно ли на нем находится Кейт Миддлтон? Потому что девушка на этом видео моложе, девушка выглядит хорошо, она выше ее ростом, и многие не узнавали ее, говорили, что это не она, что это ее двойник. И для того, чтобы уменьшить информационный шум, просто сделали постановочное видео, где якобы Кейт со своим мужем сходили в магазин. Затем происходит следующее. В клинике, где лечилась Кейт, произошел страшный скандал. Там была попытка взлома ее электронной медицинской карты. И, как мы видим по следующим событиям, скорее всего, взлом прошел успешно. Для того, чтобы опередить людей, которые похитили информацию, которую они могут выложить, Кейт Миддлтон сама записала видео и выложила его в общий доступ, на котором она сидит на лавочке в своем саду и рассказывает, что у нее обнаружен рак, онкология, и она проходит начальный курс химиотерапии. Казалось бы, точка поставлена, правда открыта, человек болен, он лечится, но, как всегда, нашлись люди, которые очень внимательно смотрели видео, и им показалось, что это видео не настоящее, и человек, который находится на нем, это не Кейт. Там есть несколько кадров, где на руке Кейт, на пальце находится ее кольцо, и когда она говорит, она жестикулирует, так вот, на некоторых кадрах кольцо исчезает, затем появляется вновь. Такое возможно, если видео сгенерировано нейросетью, и она пропустила несколько кадров и не нарисовала кольцо на пальце. Следующая странность – это задний фон, это сад, там находятся цветы, кусты, трава. Так вот, он абсолютно статичен и неподвижен.
Ну, казалось бы, это находится на улице, дунь ветерок, трава должна немножко покачаться, пошевелиться, но там абсолютно нет движения и есть предположение, что это просто картинка. Следующий странный факт — это то, что она не моргает на протяжении всего видео, мимика у нее какая-то неправильная. Затем увидели, что она одета в свитер, в полоску, в котором она появлялась 7 лет назад, как раз таки на одном из видео в этом самом саду. Сразу возникло предположение, что видео сгенерировано нейросетью, потому что ему нужно дать референс, то есть ему нужно дать какой-то некий образец, на основе которого он сделает видео. И вот ему подсунули вот это старое видео, где она находится в этом свитере, где она еще молодая, и дали задание: вот нужно сгенерировать человека, который сидит, выглядит он вот так и говорит такие-то вещи, вот такой-то текст. И нейросеть полностью нарисовала видео. Так как я занимаюсь видеомонтажом, мне скинули это видео и попросили посмотреть, есть ли там следы видеомонтажа, похоже ли оно на настоящее, есть ли там признаки того, что это видео сделано нейросетью. Поэтому давайте прямо сейчас в режиме реального времени мы с вами это видео посмотрим и разберем. Итак, проводим технический анализ видео, которое якобы сгенерировано нейросетью. Для начала нам нужно взять исходник. Мы идем на вот этот канал и качаем вот это вот видео. Оно снято студией BBC, выложено оно на этом канале в 4К, то есть в очень высоком качественном разрешении. Мы это видео себе качаем, открываем его и первым делом что мы делаем? Просто его включаем и смотрим. Вот сидит человек, разговаривает, мы видим, что он моргает, у него есть микромимика лица, шевелятся брови. Звук. Звук попадает в губы, все синхронизировано, все хорошо. Также происходит жестикуляция руками. Человек шевелится плечи, он вздыхает. То есть сейчас мы видим вполне нормальное поведение настоящего живого человека. То, что некоторые люди говорили, что человек не моргает, это оказалось ложью. Следующее. Многие люди говорили, что задник абсолютно неподвижен, что это вообще картинка. Само видео снято в саду. Вот стоит у нас здесь лавочка, она сидит в саду, разговаривает. И люди говорят, что это было не в саду, это, возможно, было либо вообще сгенерировано, либо, если и снимали кого-то, то снимали на хромакее, потом все вырезали, подставили картиночку, потому что, не может тут шевелиться. Посмотрите, цветочки, вот они. Где ветерок? Вот, ничего не шевелится, ни один листочек не дрогнул. Что же у нас происходит с листочками на самом деле? Итак, давайте мы сейчас увеличим вот так вот и уйдем вот сюда. И немножечко мы вот сюда вот посмотрим. Вот смотрите, вот у нас цветочки на заднем фоне. Соответственно, они размыты. Мы включаем видео. И что мы наблюдаем? Шевелятся, смотрите, вот, шевелится. Вот шевелится, значит, дует ветер там все-таки. О май гад, тут еще и насекомые летают один за одним. Толпами прям. То есть мы вполне себе видим, что есть у нас динамический задний фон. То есть это у нас не какая-то картинка нарисованная. Дальше вот есть места, когда ветра практически нет, а есть места, когда наоборот. Вот, допустим, вот здесь. Увеличиваем. Вот так вот сдвигаем маленько. Вот сюда сдвигаем вот так вот. И смотрим на вот эти вот цветочки. Смотрите. Вот они зашевелились. Да. То есть фон у нас шевелится, все с фоном здесь хорошо. То есть мы сейчас с вами видим, что фон у нас настоящий живой. И вот этот человек, Кейт, действительно сидит у себя в саду, ее снимают на природе. Дальше смотрите, если кто-то говорит, что там все вырезали и, значит, на хромакее отсняли и подставили фон, сразу могу сказать, что когда идет съемка, человек сидит на хромакее, очень плохо вырезаются вот эти вот места, когда тоненькие волосы, какие-то вот эти шерстинки, шерсть плохо вырезается. То есть она начинает обрезаться, она немножко то появится, то исчезнет. Если мы посмотрим на ее волосы, вот они спокойненько, ничего с ними не происходит. То есть сразу однозначно могу сказать, это видео не снято на хромакее, это видео снято в экстерьере, то есть на улице.
Следующий момент, который я хочу сказать относительно фона, следующий. Смотрите, если мы быстро начнем вот так тянуть ползунок, то что мы с вами увидим? О, неожиданность! А у нас что-то там меняется освещение сзади. А как такое может быть? То есть смотрите, что получается. Вот у нас светит солнышко, мы видим яркую тень, вот здесь блик. Мы видим вот этот блик, мы видим вот здесь жесткие тени на плече, на ноге. Жесткая тень у операторов, когда четкий переход виден, ну и задник у нас. А теперь мы давайте оттащим ползунок видео в тот момент, где солнышко у нас зашло за тучку. Тучка закрыла солнышко, вот здесь мы видим, у нас приглушилось, здесь стало все более размазано, ну и соответственно задник стал темным. Давайте вернемся туда, сюда. Солнышко есть, солнышко нет, солнышко есть, солнышко нет. Как мы видим, задний фон у нас подсвечивается. Вполне себе нормально. Если бы это была картинка, как думаете, кто-то бы стал с фонариком туда светил, причем выборочно? Нет, конечно. Она бы вообще никак не менялась. Если бы задний фон у нас был смоделирован, то он бы был одинаковым. Ну, может быть, конечно, там супер нейросеть, ей сказали, ты-ка давай нейросеть, сделай нам виртуальное солнышко, наложи нам давай туда тучки, пусть они идут и пусть там все динамично меняется. Это очень сложная, технически сложно выполнимая задача даже для нейросети. Следующий момент с кольцом. Очень важный, интересный момент с кольцом. Давайте так увеличиваем вот так вот. Смотрим, вот у нее есть кольцо на пальце. В некоторых кадрах это кольцо исчезает, то есть нейросеть не дорисовала колечко. Таким образом сделали вывод, что это все рисованное поддельное видео. Давайте с вами разберем этот момент. Вообще посмотрим, где у нас это колечко-то, где у нас. Мы идем вот сюда. Я нашел, значит, это видео. Оно здесь длится 12 секунд, но оно замедленное. Вот мы его включаем, делаем на весь экран, смотрим внимательно на кольцо. Руки поднимаются, кольца нет, руки пошевелились, руки раз, и кольцо уже есть. Именно об этом говорят многие люди, именно это видео они берут. Вот, кольцо было скрыто за ногой, рука поднимается, кольца нету кольца, рука кладется, кольцо есть. Вот что здесь происходит. Давайте скачаем это видео и тоже проведем анализ. Значит, смотрите, я взял это видео. Я взял вот это видео, исходник, и видео без кольца, но сложил их вместе, значит, подогнал скорость. И вот смотрите, что, во-первых, что мы здесь видим изначально. Что видео, на котором исчезает кольцо, вот этот момент, видите? Сейчас я вам покажу. Вот, нету кольца, а здесь оно есть. В оригинале, который мы скачали с YouTube канала, которое снимала студия BBC, вот оно. Вот здесь кольцо есть. А вот здесь видео, которое гуляет по интернету, кольца нет. Вот, видите, его нету. Хотя, если мы присмотримся, мы увидим вот здесь какие-то темные пятнышки, очень похожие на вот эти вот, как раз таки, на само кольцо, которое здесь замазано. Дальше что мы видим? Видео, которое вот это фейковое, оно очень низкого качества, все мыльное. Вот здесь мы видим текстуру джинсов, а здесь не видим, потому что все замазано. Когда у вас видео очень низкого качества, присутствуют шумы, различные артефакты, все расплывчато и размазано, на нем очень легко скрывать какие-то вещи. То есть здесь взяли буквально несколько кадриков, вот смотрите, все, буквально 18 кадриков нужно взять, вытащить их из видео, сделать их картинками и просто в фотошопе замазать покадрово. Либо взять вот этот кусок и дать задание нейросети, чтобы она замазала кольцо. Именно вот с этого по этот кадр. То есть, понимаете, здесь какой парадокс. Люди утверждают, что это видео создано нейросетью, хотя сами, возможно, использовали нейросеть, чтобы сделать из нормального настоящего видео поддельное. То есть, вот такой у нас здесь нонсенс. Вот, использовали нейросеть и сказали, что она все подделала. Дальше. Следующий момент. Вот мы открываем фотографию. Вот так ее увеличиваем. Фотографию, да. Еще маленько так увеличим. Для того, чтобы нам посмотреть на лицо. И мы возьмем, допустим, ну, может быть, вот эту фотографию. Давайте посмотрим в этот момент. Смотрите, просто рандомная фотография, которую я вот забил, значит, у нас в поисковике, просто фотографию нашел, скачал. Вот, для чего я хочу ее посмотреть. Вот мы видим здесь ухо,
И здесь тоже оно есть. Вот есть здесь ушная раковина у нас, да. Вот, я просто хотел посмотреть, сходится или нет. Потому что если нейросеть генерировала, значит, вот это видео, да, то, возможно, она здесь должна была накосячить, потому что это такой момент, который там буквально пару раз вот это ухо во всем видео там было видно. Оно волосами обычно скрыто, и она там, когда шевелится, оно вот пару раз всего лишь открылось. Вот могла нейросеть там правильно сгенерировать. Ну вот давайте сюда посмотрим. Значит, сережка, и вот здесь сережечка, и вот это вот в принципе довольно таки походит. Дальше мы давайте посмотрим на брови. Форма бровей примерно одинакова, одна и та же. Вот здесь у нас есть, вот это у нее здесь, вот такой дефект на коже. И также вот здесь мы видим вот точечка, вот точечка. Да, понятно, пропорции немножко здесь искажены, здесь наклон идет шеи, здесь наклона шеи нет. Но мы с вами видим, что вот человек в принципе похож на себя. Давайте вот сюда еще посмотрим вот такой момент. Вот видите волосы как идут, да? И вот здесь вот как они идут. Вот если человек болен онкологией, раком, и он проходит курс химиотерапии, что будет с его волосами? То они будут выпадывать? Ну, по идее, да, должны. На какой стадии сейчас лечения находится Кейт, чтобы у нее волосы выпали, и она, допустим, облысела и побрилась на лысо? Мы не знаем, да, но мы можем там предполагать. Вот, мы можем предполагать, что пока что это начальная стадия, волосы еще не сильно выпадают. Ну, либо это парик. Тут два варианта. Либо это парик, либо это ее настоящие волосы. Сама она в видео говорит, что она, значит, вот начинает курс химиотерапии. Так, идем вот сюда. Немножко вот так увеличим ее еще. Вот. Волосы шевелятся. Но, в принципе, у нее длина волос соответствует длине волос. Какая вот она была в декабре, где-то я находил фотографию, сейчас не помню уже точно где. Но длина волос у нее, да, примерно вот она по середина вот плеча. И, соответственно, вот мы видим, их волосы немножко завили. Но вот так они были бы где-то вот здесь. Вот, но длина волос соответствует, в принципе. Вот, что мы здесь наблюдаем все-таки в этом видео. Мой вердикт. Видео настоящее, видео снято вживую, в саду, реально в саду. Светит солнышко, летают насекомые. Здесь, вот здесь мы видим, даже вот так мы видим, покачиваются травинки, покачиваются цветы. Человек разговаривает, мимика присутствует, он моргает, у него кольцо, никуда это кольцо не исчезает. Кольцо как было, так и здесь остается у нее. То есть это видео полностью настоящее. Здесь снят человек в экстерьере. Следующий момент, который я хочу обсудить. Вот как можно поделать это видео. Вот два варианта есть. Полностью сгенерировать нейросетью, полностью с нуля. Все травинки, цветочки, все ему там указать, чтобы он там все двигал, да. Второй момент, который применяется гораздо чаще, это прицепить чужое лицо. То есть здесь посадить какого-то человека, похожего по телосложению, прицепить чужое лицо Кейт Миддлтон, да, и она будет разговаривать, и мы просто будем думать, что это говорит она. Если мы вот сюда посмотрим на нее, да, обычно, когда цепляется лицо, частенько мимика немножко есть в некоторых местах немножко неживая. То есть можно так где-то приглядеться и увидеть немножко нестыковочки. Но мы здесь наблюдаем вполне себе адекватную, нормальную мимику живого человека. То есть мой вердикт, как монтажера и оператора, что это видео полностью настоящее. Человек, который на нем присутствует, это Кейт Миддлтон. Никакое кольцо там не исчезало. То есть, так как мы уличили этих людей в обмане, то я могу сказать, что так как присутствует обман с кольцом вот здесь, то на самом деле нас пытаются обмануть. Кто-то пытается нас обмануть вот этим колечком, нас пытаются ввести в заблуждение. Вот такие результаты у нас получились. Какой версии придерживаться, это решит каждый для себя сам. Но я хочу сказать, что время даст нам новую информацию, и тогда мы будем более полно видеть картину происходящего.
Наше небольшое детективное хакерское расследование завершено. Будем наблюдать, и если появится новая информация, будем ее анализировать. Всем желаю добра, удачи, здоровья, всего доброго.